Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, 7 января, сегодня у нас с вами воскресенье. И сегодня, вы знаете, необычный день. Сегодня у нас с вами великий церковный праздник Рождество Христово. И мы всех поздравляем с этим великим праздником. Желаем всем здоровья, достатка, благополучия. Пусть в вашей жизни будут только все самое лучшее, яркое, интересное. Пусть все те моменты, которые есть в вашей жизни и будут в вашей жизни, только вас вдохновляют и направляют той дорогой, которую вы бы искренне от своего сердца хотели бы идти и двигаться. Девочки и мальчики, ввиду такого волшебного и сильного по своей энергетике дня, обязательно сегодня откройте входную дверь и скажите одно слово. Пригласите изобилие, достаток и благополучие в свою жизнь. Давайте с вами разбираться, что же сегодняшний день нам несет и на какие моменты, события вам обязательно стоит обратить внимание. Итак, девочки и мальчики, сегодня 7 января, воскресенье, сегодня с вами выходной день. Обращаем ваше внимание, что сегодня у нас с вами 26-е лунные сутки и убывающая луна в знаке зодиака Скорпион. Что же этот день несет в себе? Вы знаете, сегодня день, который проверяет нас на прочность, проверяет на нашу мудрость и терпение. Поэтому ваша сегодня основная задача не переживать, если у вас что-то сегодня не получается. Благо, сегодня еще и великий праздник, когда обязательно просите у высших сил, и вам обязательно это воздастся, это придет. Конечно же, нужно просить с чистыми помыслами, с добрым сердцем. И тогда действительно в вашей жизни могут произойти такие изменения, на которые, возможно, вы бы даже и не думали, и не рассчитывали. Дело в том, что у нас еще с вами, друзья, начало года, и очень важно, что вот именно в такой день, как 7 января, великий праздник, обязательно думайте, мыслите, просите то, что вы желаете, то, что вы хотите, и то, что вы бы хотели иметь в своей жизни. Не обязательно это должно быть что-то сверхъестественное или слишком дорогое. Просите то, что просит ваше сердце, не то, что у кого, у вашей подруги, сестры, у брата или свата, а именно то, что вы хотите, потому что очень важно осознавать и понимать, когда вы хотите. Если кто-то другой вам навязывает сегодня свое мнение, свои желания, задайте вопрос, надо ли вам это. И вот Вселенная вас сегодня проверяет, готовы, вам нужно это, готовы ли вы это принять, или это навязанное кем-то. И здесь очень важно, чтобы вы внутренне это ощущали. Многие скажут, а как я это пойму? Вы знаете, вот бывает так, что самое простое, человек хочет машину, хочет купить автомобиль, потому что все вокруг имеют автомобиль. Человек получает права, садится за руль и понимает, что ну вот он не может водить машину по разным причинам, начиная от того, что просто ему дискомфортно, ему неприятно. Хотя сейчас многие скажут, а как же? Ну что вы, это такой кайф, это такой драйв водить машину, ездить и так далее. Но вы знаете, есть люди, которые вот это не надо, они наоборот сядут на природе и будут, например, рисовать картину. И это также прекрасно и чудесно. Поэтому вот вы попробуйте для себя сами понять, не то, что вам навязывает ваше окружение, общество, в котором вы живете, а в то, что вы действительно желаете, хотите. И вот сегодня, в Рождество Христово, каждый человек может сам это пожелать, это захотеть. Возможно, вы мечтали долгое время отправиться в какие-то святые места посетить, или в какие-то посетить экзотические страны. Мечтайте, вот именно искренне мечтайте. Возьмите ручку, листок бумаги и пропишите, что вы действительно хотите. Вы знаете, многие боятся этого делать, потому что боятся разочароваться, боятся тому, что ой, а у меня это не получится, а что я буду в этом том или ином случае делать. Вы знаете, когда начинаете материализовывать свою цель или те задачи, которые вы хотите, в вашей жизни очень много интересных появляется моментов. И здесь главное этого не бояться. И мы вам желаем, чтобы вы с радостью и с удовольствием принимали все то, что вам Вселенная посылает, и реализовывали
реализовывали шаг за шагом. Вы должны понимать и то, что за один день, за одну ночь у вас это не получится сделать, осуществить. Это только бывает в фильмах, в сказках каких-то. А в реальной жизни каждый день нужно делать шаги. И как только вы начнете делать эти шаги, вот сегодня, например, вы напишите то, что вы хотите, и уже ближе к вечеру подумайте, а как я могу это реализовать, потому что все у нас приходит в нашем материальном мире, и все у нас зациклено на деньгах, к сожалению. Но вы должны понимать, что в первую очередь деньги это не банкноты, не монеты, не купюры, а это что, девочки и мальчики, это денежная энергия. То же самое, как человек имеет душу, тоже имеет определенную энергию, и все это взаимосвязано. Если вы это понимаете, то вы много чего сможете в жизни сделать и осуществить, и мы вам этого желаем. Также сегодня старайтесь не перерасходовать свою энергию на всевозможные пустяки. Принимайтесь сегодня с радостью, с благодарностью. Те люди, которые вас сегодня будут посещать, приходить к вам, говорить вам слова, принимайте с легкостью, поздравляйте обязательно друг друга, просто желайте искренне. Пусть вы скажете буквально 2-3 слова, а не целое сочинение на свободную тему, но вы скажете это искренне, и это очень важно. Также старайтесь сегодня как можно отдыхать, старайтесь как можно меньше сегодня тратить энергию на какой-то негатив, а он, поверьте, сегодня будет появляться ввиду того, что все-таки люди в какой-то степени немножечко могут быть сегодня раздражены. Также ввиду того, что сегодня великий праздник, и если вы отмечаете, то обращаем ваше внимание, постарайтесь отказаться от каких-то ненужных связей, контактов, старайтесь быть сегодня и избирательным в общении. Если сегодня вам звонит коллега по работе, чтобы вас поздравить и заодно посплетничать, и заодно повыяснять отношения, то старайтесь сегодня изолироваться от таких людей. Не стоит брать трубку. Зачем вам ругаться? Зачем вам спорить? Зачем вам что-то доказывать? Человека не изменить, пока он сам внутренне не изменится. И как бы вы ни хотели, человек может, правда, притворяться, но чтобы измениться, он должен сам внутреннего это захотеть. Помните об этом. Также сегодня не стоит предпринимать что-либо, сегодня не стоит начинать какие-либо дела, потому что, к сожалению, сегодня это принесет только потери и ущерб. Сегодня старайтесь отправить энергию на созидание, на творение, на радость. Это очень важно в этот день. Кроме того, обращаем ваше внимание, что в этот день у некоторых людей может появляться такое желание хвастаться, сплетничать, преувеличивать какие-то свои достижения. И люди могут суетиться, заниматься пустой болтовней, сплетничать. Вот ваша задача не принимать таких людей. А если в вашем окружении люди начинают сплетничать, нести какую-то гадость, какую-то ерунду, то старайтесь это обрывать. Вы должны понимать и то, что как только вы начинаете говорить на какие-то пустые темы, на негативные темы, вы тем самым прицепливаетесь к негативным событиям. Нужно ли вам это? Точно нет. Кроме того, сегодня люди могут тратить бесполезно деньги, поэтому старайтесь сегодня этого не делать. Не занимайтесь сегодня ненужными покупками, потому что ни к чему хорошему это не приведет. Если мы говорим сегодня о бизнесах и о деньгах, то, пожалуйста, будьте сегодня осторожны, не делайте ничего такого, чтобы могло повлечь какие-то серьезные последствия. Старайтесь решать самые простые обыденные вопросы, но каких-то глобальных решений сегодня в этот день мы не рекомендуем принимать. Также обращаем ваше внимание, что сегодня очень нужно осознавать и понимать, как вы будете проводить этот день. Следует сегодня избегать дыма, сильно задымленных помещений. Также обращаем ваше внимание, хоть сегодня и выходной день, праздничный день, но форс-мажоры никто не отменял, поэтому если вам сегодня нужно к стоматологу, то знайте, что именно в этот день удалять зубы нельзя, иначе это повлечет не очень хорошие события. Что же касательно стрижки волос, то именно сегодня, 7 января, интересное, как говорится, исключение именно этого дня. Дело в том, что в результате стрижки волос или создания прически вы привлечете к себе радость, счастье и даже благополучие. Поэтому подумайте о том, что, возможно, вам нужно сегодня сходить к парикмахеру. Также обращаем ваше внимание, что сегодня не стоит ничего, что-либо предпринимать или что-либо начинать.
начинать, потому что, к сожалению, все начинания принесут те или иные убытки. Также сегодня, если вы где-то находитесь в социуме, где-то находитесь в общественных местах, обязательно следите за своим кошельком, обязательно следите, пожалуйста, за своей сумкой, потому что сегодня возможно ограбление, сегодня возможны потери, поэтому будьте сегодня в общественных местах собранными и достаточно внимательными. Также сегодня не стоит общаться с начальством, потому что ни к чему это не приведет. Вообще старайтесь сегодня поменьше контактировать. Да, сегодня выходной день у многих, но, знаете, никто не отменял общение с начальством через социальные сети. Даже поздравление должно быть, знаете, вот просто поздравление и не обсуждение никаких рабочих моментов. Что же касательно смены места работы, то сегодня один из худших дней для смены места работы. Не спешите это сегодня делать. Что касательно недвижимости, то операции с недвижимостью крайне сегодня нежелательны. Сегодня также не стоит выяснять отношения, потому что просто споры, они будут пустыми, и вы только потратите свою энергию, но не придете ни к каким важным моментам для себя. Ну, а с другой стороны, сегодняшний день вполне подходит для зачатия. Также сегодня рекомендуются только умеренные физические нагрузки. Что же касательно домашних дел, то мы сегодня не рекомендуем перетруждаться. Какие-то мелкие дела, да, выполняйте, но что-то глобальное сегодня не стоит. Если мы говорим о снах, то сны правдивые, они показывают, насколько велика ваша самовлюбленность. Обратите на это особое внимание. Далее, друзья, давайте посмотрим, что же нам говорит Архангел Михаил на этот день, 7 января. Вы знаете, выпала уникальная карта, которая звучит следующим образом. Ваш дом оберегают ангелы. И вы знаете, вот такой день, как 7 января, как Рождество Христово, это знак того, кто нас слушает, что действительно ангелы-хранители, высшие силы, они с вами, они вас оберегают, они вам помогают. Поэтому, девочки и мальчики, обязательно прямо сейчас в комментариях напишите слова благодарности ангелам-хранителям, высшим силам. Просто напишите от чистого сердца. Также поздравьте, пожалуйста, и друг друга с Рождеством Христовым. Когда мы с вами отправляем энергии созидания в космос, во Вселенную, мы еще и прописываем, пропечатаем, то, знаете, это также и возвращается в нашу жизнь. Только не делайте, пожалуйста, это лишь бы, потому что это так надо. А вот попытайтесь сконцентрироваться на том, чтобы вы отправляли Вселенную, в космос, и это все вам обязательно вернется. Также эта карта говорит, друзья, о том, что ангелы-хранители, они вас сегодня, и вообще ваш дом, то место, где вы проживаете, они вас защищают, они обеспечивают безопасность и финансовую надежность. Да, вы не ослышались, именно финансовую надежность. Возможно, кто скажет, да что вы, у меня такие проблемы и так далее. Но вы должны понимать и то, что ангелы-хранители дают вам знаки, подсказки, но вы их просто игнорируете. Вы боитесь признаться в себе, что вы можете на большее, и ваша жизнь может в любую секунду измениться. Также старайтесь сегодня уделять больше внимания своему дому. Что это значит? Это значит просто любоваться своим домом, тем уютом, тем радостью, изобильным столом, теми вещами, которые находятся в вашем доме. Просто благодарите высшие силы сегодня, ангела-хранителя своего обязательно за то, что есть. Даже если вы видите, что у вас, например, что-то очень старенькое, но и вы подумайте о том, а может вы в этом году это поменяете, или, возможно, вы отдадите что-то в химчистку, или что-то сами своими руками перешьете, довяжете и так далее. То есть привнесете новую энергию в ту или иную вещь. Также обращаем ваше внимание, ангелы-хранители говорят нам о том, что они вас пытаются сейчас открыть вам глаза, чтобы вы увидели вот то, что вам нужно. И молитва, которую мы рекомендуем, друзья, говорить в этот день, она звучит следующим образом. Архангел Михаил, спасибо, что присматриваешь за моим домом и его жильцами. Прошу тебя поставить ангелов-хранителей к каждому окну и к двери моего дома, обеспечивая безопасность.
Спасибо, что следишь за моими финансами, благодаря чему я с легкостью могу оплатить квартиру, ипотеку и налоги. Друзья, эти слова будут в описании к этому видео. Обязательно их проговорите сегодня, желательно даже несколько раз. И, друзья, как мы сегодня и сказали, сегодня очень важно открыть дверь и произнести буквально одно слово, которое поможет вам привлечь мыслимые и немыслимые блага в вашу жизнь. Итак, а что это за слово? Друзья, это одно слово, но вам нужно выбрать это слово самим. Например, если вы желаете быть более здоровее, чтобы у вас все получалось, но у вас все проблемы завязаны на здоровье, то тогда, открывая дверь, скажите слово «здоровье». Если вас интересует тема денег, богатства, изобилия, то, открывая дверь, скажите богатство. Если вас интересует то, чтобы у вас была защита от невидимых и видимых врагов, от недоброжелателей, то откройте дверь и скажите слово «защита». Таким образом, вы покажете высшим силам и Вселенной, на что им стоит больше обратить внимание, чтобы в этом 2024 году это обязательно было. Итак, открываем дверь, говорим то слово, которое вы считаете важным и нужным на данном этапе вашей жизни. После этого закрыли дверь, идите занимайтесь своими делами. Эту практику вы сегодня можете провести в любое время. Друзья, вот такой у нас с вами сегодняшний день, 7 января. Мы всех поздравляем с Рождеством Христовым. Желаем всего самого-самого наилучшего. Обязательно берегите себя. Друзья, прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся в следующем видео.